Привет всем, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня хочу с вами поделиться рецептом универсального шоколадного бисквита, который подойдет для приготовления различных тортов, трайфлов и прочих десертов. Итак, для бисквитного теста нам понадобятся яйца, сахар, какао-порошок, крахмал, мука, разрыхлитель и соль. Для начала в отдельной мисочке смешиваем сухие ингредиенты. Берем 60 грамм муки, чайную ложку разрыхлителя, 30 грамм какао-порошка и 30 грамм кукурузного крахмала. Количество используемых мной ингредиентов рассчитано на форму диаметром 18 сантиметров. Теперь в чашу миксера разбиваем 4 яйца, я взяла яйца первой категории. Добавляем щепотку соли и взбиваем яйца примерно полминуты, чтобы они просто перемешались. Для замешивания такого теста используем насадку венчик. Далее насыпаем 120 грамм сахара и все хорошо взбиваем в пышную белую массу, чтобы яйца увеличились в объеме. При помощи своей кухонной машины я взбивала яйца до такого состояния примерно 6-7 минут. Теперь подмешиваем просеянные сухие ингредиенты, но уже не миксером, а лопаткой и не сразу, а в 3-4 приема. Делаем это аккуратно, чтобы яичная масса не потеряла свою воздушность. Слишком долго тоже вымешивать не нужно, иначе яйца могут сильно осесть. У меня на канале есть еще много рецептов вкусных тортов и десертов. Ссылочки на некоторые из них я оставлю в описании под этим видео. Посмотрите, какое воздушное шоколадное тесто у нас получилось. Теперь дно разъемной формы для выпечки застилаем пергаментной бумагой, маслом ее смазывать не нужно, и распределяем бисквитное тесто. Можно еще таким образом немного форму покрутить, чтобы при выпекании бисквит не поднялся шапочкой. Все отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут. Проверять готовность бисквита можно не раньше, чем через 25 минут. Иначе, если вы откроете духовку раньше времени, бисквит осядет и больше не поднимется. Посмотрите, у меня бисквит поднялся примерно в 2 раза. Готовый бисквит я оставляю в духовке на 10 минут с приоткрытой дверцей. Затем оставляю его остывать еще примерно 1 час в форме. Далее освобождаю бисквит от кольца и оставляю его на решетке до полного остывания. Тем временем можно подготовить начинку и крем для торта. С этим бисквитом идеально сочетается сливочный крем-чиз, рецепт которого уже есть у меня на канале. Ссылочку оставлю под видео. Остывший бисквит разрезаем вдоль на 3 равные части. Толщина каждого коржа получилась чуть больше 1,5 сантиметров. Далее можно собирать торт. Очень вкусным получается такой торт с вишней, рецепт которого также есть у меня на канале. Этот рецепт шоколадного бисквита универсальный. С ним можно придумать разные вариации тортов и десертов, используя различные наполнители и кремы. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и пишите комментарии. Также не забывайте подписываться на мой канал. Здесь вы найдете много простых и вкусных рецептов. Приятного аппетита!